Я дома была в Одессе, возвращаюсь сейчас к своим в Болгарию. Папа мне в дорогу приготовил обед, как в ресторане, да? Мне снова ехать 800 километров. Вернувшись в Равду, прямо с раннего утра мы решили поехать в соседнее местечко, в Поморье. Это одно из немногих мест Болгарии, где я еще не была. Поморье – маленький болгарский городок на побережье Черного моря. Старый город находится на полуострове, соединенный с материковой частью двумя перешейками на западе и на севере. Такой же, как Созополь, и такой же, как Несебр. Эти два города я покажу вам в одних из наших следующих видео. А сегодня мы весь день проведем здесь, в Поморье, погуляем по старому городу, пройдемся по набережной, заедем в музей соли и заедем на Поморийское озеро. Новая часть Поморья. Это пляжи, детские площадки, отели. Это новая часть Поморья. В этой части есть монастырь Святого Георгия. Очень красивый. И если у вас будет время, обязательно советую его посетить. Мы же решили начать наш день сегодня со старой части города. Если долго идти в любую сторону, рано или поздно вы выйдете на набережную. Обязательно прогуляйтесь вдоль берега, здесь очень красиво. Можно посидеть в каком-нибудь ресторанчике или просто позагорать. Мы сейчас находимся в старом городе, это пешеходная улица, которая называется Князь Борис. Сейчас мы пройдемся тут. День, жарко очень, да, и людей немного, и, наверное, вечером все выходят сюда гулять. На этой пешеходной улице есть небольшой парк, много симпатичных зданий, детские площадки и множество магазинчиков. На мой взгляд, именно это место является туристическим центром города. Куда? Кушать в ресторане. Понятно, мы приехали в Поморье. Алиса хочет кушать в ресторан. Все, день начался. Сейчас он где-то появится. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down. Очередь за мороженым. Отстояли мы. Мама, я такой покупала в Болгарии. Да ты что, ты помнишь даже? Ничего себе. Ну раз я покупала, сегодня мы уже такое не покупаем. Идем дальше. В Болгарии можно. Зашли купить тарелочку. Тарелочку купила на стену себе на кухню. И котик. Котик. Котику все равно. У нас, как обычно, прогулка по городу начинается с еды. Боже мой, только не ляпай на себя. Очень вкусно. Что ты там мажешь, а? Эй, Что ты мажешь, Алиса? сметану напали. Да там уже нету сметаны. Все наеденные и сытые, и мы продолжаем нашу прогулку. Мы снова вышли на набережную. Удивительно, но кроме нас в такое солнце, в такую жару здесь просто сегодня никого нет. Здесь, в старой части города, пляжей как таковых нет. Здесь вот такая набережная. Все хорошие пляжи находятся с противоположной стороны. Там они песочные, много шезлонгов. Сейчас мы туда проедем, покажу. Мы же с Алисой все-таки решили спуститься здесь и хотя бы потрогать морскую водичку.
И здесь мы встретили одного интересного местного болгарского мужчину, который рассказал мне о Поморье то, о чем я, например, не знала. Мы постояли минут 10, поболтали и решили все-таки дойти по набережной до конца. А затем у нас в планах было поехать на пляж, но я передумала. Чуть позже покажу вам другое место в Поморье, которое, на мой взгляд, намного интереснее банального пляжа. Маленький человечек устал ходить без коляски. Тебе уже 4 года. 4. А зачем эту коляску мы вообще возим? Не говори, не знаю. Уже пора ее подарить, да? Да. А здесь лошадки стоят. Кому лень ходить, можно сесть в такую карету и проехать по всей набережной. Алиса, не подходи близко к лошадке. Идем, дочь. Пока, лошадка, да? Можно прокатиться вдоль набережной на вот таком вот паровозике. Стоимость 6 лев с человека. Морская регата. Алиса нашла себе друга. Мне нравится Поморье, очень много зелени, вообще такой спокойный, тихий городок, уютно. Ну ты ж раскаталась уже сама. Аттракцион стоит 2 лева, но у нас их нет, поэтому мы катаемся вот так. Ну, вообще, он должен покрутиться. По кругу, да, он должен быть? Да, по кругу. Это как карусель. Не надо сильно, я боюсь. Давайте уже будем идти. Народ вышел с этой яхты, с морской прогулки и идет. Мы приехали в самое интересное место Поморья. Это Поморийское озеро. Здесь лечебные грязи. Здесь находится музей соли. И мы сейчас пройдем весь этот кусок. Я собираюсь намазаться. А я нет. Хотят. А вон там уже народ стоит грязненький. Идем. Напомнила что-то из совка, да? Пляж не оборудован, из удобств скамеечку поставили из доски сбитой при входе в воду. Берег весь порос. Я собираюсь залезть и намазаться грязью. Алису уговариваю. Главное, чтобы мой купальник отстирался. Лицо не буду. Обмыться негде, только там в озере. Бутылок с пресной водой мы с собой не взяли. Ну, будем как-то. Доедем домой. Тут надо быть продуманной, как бабульки, которые на берегу стоят в грязюке обмазанные. Они все такие с баклашечками, с водой своей. Алиса, сейчас перевернешься, бухнешься. Не пошла? Чего? Боишься грязи? Раньше здесь добывали соль. Не прекращается добыча соли и сейчас. А еще здесь есть уникальный музей соли, единственный не только в Болгарии, а и во всей Восточной Европе.
Похоже на наш куяльник, да? Ялик лучше, там грязь именно такая прям черная-черная, ее много. А вот здесь в этом месте тоже можно с себя грязюку смыть. А Алиса грязи боится. Вот надпись, что в эти солевые бассейны вход запрещен, потому что это музей, территория музея. Сегодня вся эта территория объявлена заповедником. Здесь можно увидеть множество уникальных видов растений и редких птиц. Само озеро представляет собой солевую лагуну, вода которой по многим параметрам превосходит Мертвое море Израиля. Представляете? Там глубоко. Алиса согласилась, чтобы без грязи. Просто зайти поплавать, да? А здесь тоже грязь на дне такая. Вот, смотри. Сама не уходишь. Я хочу туда. Доця, ты только воду не хлебани, эту соленую. Смотри, я достану грязь сюда. Смотри. Опа, смотри. Здесь на дне тоже черное, но это песок. Мазаться лучше там, в озере, и потом идти сюда и здесь смывать. Что ты там нашла? Грязька тоже, да, такая? Алиса мазаться не хочет, но она согласилась здесь поплавать. Вода теплая-теплая. Ну, Таю не заманишь у нас в такое, да? Вообще не затянешь никак, не уговоришь даже. Соль здесь добывают по старому принципу, путем испарения морской воды с поверхности благодаря солнцу и ветру. В некоторых местах грязь в озере достигает 30 метров глубины, и именно она самая целебная. Грязью главное не злоупотреблять. Смесь очень активная и оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а так как солнце палящее, то эффект может быть прямо противоположным. Алиса подмерзла, сидит, дрожит. Полотенце не взяли? На песчаной косе до сих пор можно найти дикие пляжи с черным песком и идеально чистой водой. Несколько дамб разделяют озеро на отдельные водоемы, которые соединяются между собой тропинками. И частично эти тропинки затоплены под водой, и передвигаться по ним, конечно, очень опасно, потому что можно провалиться. У меня на канале в плейлисте «Дорогами Украины» есть видео про херсонские розовые соленые озера. Очень красивые места. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Сюда заезжаешь, паркуешься, парковка бесплатная. Маленькое здание, как частный дом. Сейчас я вам его покажу. Это музей соли. Заходишь, платишь за вход, и вам дают экскурсовода русскоговорящего. И вы ходите с ним по вот этим всем дорожкам вдоль соляных вот этих вот водоемов. И он вам все рассказывает об этом месте. Кстати, экскурсия интересная, ребята знакомые мне сказали. Мы сегодня не пошли, потому что мы прошли, в принципе, все это сами. Вот это здание, это музей соли. Сегодня жарко и очень-очень ветрено. Ветер просто заглушает то, что я рассказываю. Итак, вход в музей детский 2 лева, взрослый 3 лева. Недорого. Держи, пей воду. Мама, у тебя на шее грязь до сих пор. Да? Вся шея в грязи. Сейчас дома отмоюсь. А я так и не покупалась, но зато я походила по тем солевым бассейнам. Ну и зря. Это такая стрекоза. Стрекозел. Смотрите, кто-то так интересно разложил камешки, крышечки. Первая грязелечебница была построена здесь в 1902 году. Издавна сюда приезжают лечить множество заболеваний. Санатории работают круглогодично. Также здесь можно приобрести соль и косметику на основе поморийской грязи. Так, ну все, сделаем мы еще одну попытку, заедем на пляжи Поморья. Там негде было припарковаться.
Тая любит очень море, я знаю. Заедем, посмотрим, что там делается. Может быть, окунемся и уже потом будем ехать в сторону Равды нашей. А вот, кстати, эта парковка, я уже с нее выезжаю. Видите, здесь так, в принципе, свободно, она небольшая. А здесь мы остановились, чтобы посмотреть, что делается на пляже. Припарковаться негде, я оставила машину на аварийке, мама с детьми осталась, а я вот спустилась. Это правая сторона, еще более-менее здесь, а это левая сторона, и это жесть. Но цвет морской воды красивый, мне нравится. На этом пляже, конечно, мы не останемся. Приехали домой. И вот,